Глава 152. Принц не ошибся. То ли пламя обошло этот участок стороной, то ли краска сверху, растаяв, стекла и накрыла рисунок, защитив от исчезновения, но под пальцами Селянь действительно ощутил очертания человеческого лица. Он принялся с осторожностью очищать со стены застывшую черную корку. Пэймин, придерживая опухшую до огромных размеров руку, поинтересовался: «Ваше Высочество настолько увлекается настенными фресками, дело не в увлечении, а в довольно смелом предположении, которое меня посетило. Поделитесь, нам выпала редчайшая возможность побывать на горе Тунлу. Возможно, помимо уничтожения потенциального князя демонов, мы также сможем разузнать что-то о ее истоках. К примеру, кто создал гору и какая сила поддерживает ее существование. Кто знает, вдруг нам удастся одним ударом уничтожить ее раз и навсегда. И тогда больше не придется беспокоиться о появлении нового князя демонов». И впрямь смелое предположение. Но если уж градоначальник Хуа не докопался до истины, боюсь, мы потратим на это еще больше времени. В данной ситуации я не рекомендую вам заниматься подобным. Хуа Чен, однако, возразил: «Я не докопался до истины из-за собственной глупости и ограниченных способностей. Кроме того, тогда я был занят истреблением противников. Если же ГГ возьмется за дело, все возможно». Селянь: «Нет. Это мои способности ограничены, а Сань Лан намного способнее моего». Будто не в силах больше их слушать, Пэймин передал Пэйсу на попечительство Бань Юэ, а сам развернулся и направился прочь из храма. «Я лучше выйду подышать свежим воздухом». Тем временем Селянь на удивление легко справился с избавлением стены от черной краски и растерянно застыл. Выходит, все это можно, обожженную корку можно соскрести со стены целыми кусками. За время их недолгого разговора принцу удалось очистить большой участок, под краской обнаружилось человеческое лицо размером с кулак ребенка. Линии отличались простотой, но выражение на лице оказалось на удивление живым, оно словно стремилось к чему-то, кисть художника изобразила даже восторг во взгляде. Черная корка, вопреки ожиданиям, стала защитным слоем, который сохранил цветофрески яркими, словно работу закончили только что. Селянь обернулся и сказал: «Сань Лан, давай вместе», но Хуа Чен не сдвинулся с места, во тьме лишь сверкнул поток серебристого блеска. И очень скоро несколько сотен серебристых бабочек бесшумно возникли у стены, помахивая крылышками. По мере того, как слаженно двигались их крылья, Селянь слышал тихий треск. По черной стене стало расползаться множество мелких трещин, будто по маске, которая по крошкам осыпается с лица. А после маска слетела окончательно. Черная корка с шумом осыпалась со стены, обнажив истинное лицо, скрытое за ней, огромную цветную картину. Селянь задрал голову, глядя на стену, и почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Изображение отчетливо разделялось на 4 уровня. На самом верхнем клубились облака, пронизанные золотым сиянием, но не было людей. На втором уровне появился человек, прекрасный юноша в белом одеянии. Вокруг него также вырисовывался ослепительный золотой блеск, той же краской, что и сияние на верхнем уровне. На третьем уровне находились уже 4. Их внешность, одеяние, выражение лиц и застывшие жесты совершенно отличались друг от друга, а ростом они были в половину меньше юноши со 2-го уровня. 4-й и последний уровень разительно отличался от остальных количеством персонажей. Здесь людей было огромное множество, и вновь размеры фигур уменьшились в половину. К тому же лица совершенно не отличались друг от друга, как и выражения на них, восторженные, полные благоговения, будто завороженные. Первое лицо, что обнаружил Селянь, находилось именно на последнем уровне. Картина, явно выполненная рукой мастера, потрясла принца. Спустя долгое время он наконец заговорил: «Сань Лан, тебе приходилось видеть что-то подобное?» Хуа Чен медленно ответил: «Я обошел большую часть территории горы, побывал почти во всех храмах Уюна. И могу утверждать, что ни в одном из них такого не встречал». Селянь немного оправился от потрясения и предположил: «Боюсь, возраст фрески не может насчитывать 2000 лет».
Хуачен согласился, совершенно точно не может. Судя по цветам, по ее сохранности, ей самое большее 100 лет. Возможно, что и меньше. Иными словами, фреску изобразили много позднее, Селянь указал на самый верхний уровень. Должно быть, это небеса. Поскольку небеса возвышаются над всем сущим. Затем указал на второй уровень. А здесь, думаю, изображен наследный принц Уюна. Раз уж в этом храме поклонялись именно ему, главным героем фрески, разумеется, должен быть он. Поэтому размерами он превосходит других, а сияние вокруг точно такое же, как от небес. Кроме того, он следует лишь на ступень ниже. Затем принц указал на последний уровень. Здесь люди изображены самыми маленькими, с одинаковыми лицами. Похоже, это народ государства Уюн. В конце настал черед третьего уровня. Но кто эти четверо? По расположению на картине и по росту они находятся над людьми, но ниже наследного принца. Это означает, что и положением они обладали соответствующим. Крупные чиновники. Защитники. Или Хуачен приблизился на несколько шагов и сказал: «ГГ, взгляни, от них тоже исходит божественное сияние». И правда, сияние исходит. Только его почти не видно из-за слишком яркого света вокруг наследного принца Уюна. Селяне осенило — это небесные чиновники, которых принц избрал своими помощниками по вознесению. То есть, они занимали то же положение, что Фэн Синь и Му Цин во время первого вознесения селяне. Принц еще прошелся по храму и убедился, что тайную подсказку скрывала лишь одна стена, остальные были обожжены до невозможного состояния. Но кто оставил картину? И для кого? Чтеменно он хотел этим сказать, основываясь лишь на одном изображении, Селянь не мог понять всего. Помолчав, он обратился к Хуачену: «В дальнейшем будем посещать все храмы Уюна, что попадутся на пути. У меня предчувствие, что подобная фреска не единственная». Хуачен согласно кивнул. Именно это я собирался предложить. Вдвоем они, помогая Бань Юэ нести Пэйсу, вышли из храма. Тут Селянь вспомнил еще кое о ком. А где генерал Пэй? Пэймин сказал, что выйдет подышать воздухом, но они находились в храме довольно продолжительное время, а он так и не вернулся. Селянь несколько раз позвал, но не дождался ответа. Он ведь не мог потеряться в такой момент. Они еще поискали по заброшенному поселку, но ничего не обнаружили, а сетью духовного общения на горе Тунлу воспользоваться нельзя. И когда селяню уже казалось, что найти пропавшего не получится, Хуачен сказал: «ГГ, не волнуйся. У меня есть способ». Он вытянул руку, и с ладони его вспорхнула крошечная серебристая бабочка, которая закружилась возле селяня. Принцу малютка показалась очень милой, однако в чем ее назначение, он так не понял. Что, и вдруг он услышал дыхание, а потом и голос мужчины, который раздавался прямо от бабочки: «Вот уж никак я не ожидал, что встречусь здесь с тобой». Пэймин, Селянь перевел взгляд на Хуачена, который, улыбаясь, объяснил: «Ночью я оставил по бабочке на каждом из нас». Пэйсу с трудом поднял голову и проговорил: «Значит, ты можешь с их помощью наблюдать за каждым нашим шагом, а мы не почувствуем твоего присутствия, я истинный собиратель цветов под кровавым дождем». Хуачен, не умеешь разделять фразы, лучше помолчи. Селянь усадил крошечную бабочку на ладонь и спросил: «Генерал Пэй, где вы?» «Кто с вами?» Хуачен заметил: «Прости, ГГ. Можно только слушать. Он тебя не услышит». Селянь, подумав, ответил: «И то верно. Если бы голос слушателя также мог передаваться, было бы очень легко выдать себя». Затем от бабочки раздался прохладный и утомленный голос молодого мужчины: «Старина Пэй, мой тебе совет. Не стоит сейчас спускаться в никому не нужные рассуждения. Иначе я прихлопну тебя одним ударом». Селянь чуть округлил глаза при первых звуках этого голоса. Мужское обличие Линвэнь, принц воскликнул: «Вот как!
Выходит, мужчина в черном, что по дороге сюда учинил смертоубийство, это Лин Вэнь в мужском обличии. Пэйсу спросил, это госпожа Лин Вэнь. Схватила генерала Пэя, Селянь ответил, не знаю, послушаем еще. Тем временем Пэй Мин отозвался, дрожайшая Цзе, к чему так сильно гневаться, замолчи. Сказано, не говори ничего. Это гневаюсь не я, а кое-кто другой. Скажу сразу. Сейчас я не могу контролировать свое тело. Если покалечу тебя ненароком, не ищи расплаты. Мы оба сейчас в одной лодке, не можем сдвинуться с места. Кого ты пытаешься напугать? Селянь поднял взгляд. Не Лин Вэнь схватила генерала Пэя. Сейчас они оба в плену у кого-то другого. Принц задумчиво добавил, если он сможет справиться даже с божеством парчевых одежд, что же это за противник? Пэй Мин спросил, на тебе сейчас до сих пор надето? Он не договорил, но все прекрасно поняли, о чем речь. Божество парчевых одежд, Лин Вэнь ответила, да. И ты ему очень не нравишься. Лучше тебе последить за своим языком. Откуда ты знаешь, о чем он думает? Я просто преклоняюсь перед тобой. Как нужно было себя корить, чтобы такое устроить? Дерзновенно отправиться во дворец Шинью, выкрасть тварь, разбив собственную золотую чашу. А теперь ты явилась на гору Тунлу. Это он тебя заставил? Нет. Я сама так решила. Старина Пэй, прекрати спрашивать. Он сердится. Я это чувствую. Пэй Мин подчинился. Спустя несколько секунд Лин Вэнь тихонько выдохнула. Похоже, божество парчевых одежд успокоился. Старина Пэй, а ты как здесь оказался? Зачем тебе в твоем-то прекрасном положении вдруг срываться на гору Тунлу? Тебя в руку покусал миллион ос. Почему она так распухла? Голос Пэй Мина сделался крайне подавленным. Все с самого начала не заладилось. Долгая история. Я не мог вот так бросить Сяо Пэя. Ситуация изначально не была настолько плачевной, но откуда я знал, что наткнусь на врага? Если бы не это ранение, считаешь, я бы позволил себя схватить и притащить в это проклятое место? Я даже не разглядел его лица. Селянь подумал, скорее скажите, что за проклятое место? Пещера или помещение? Говорите, так мы хотя бы будем знать, где вас искать. Впрочем, кое-какие подсказки все же имелись. В пределах горы Тунлу невозможно применить сжатие тысячи, следовательно, Пэй Мин наверняка где-то поблизости. Судя по голосу, вокруг них достаточно пустого пространства, даже слышалось небольшое эхо. К тому же Селянь смутно уловил шум воды. По дороге им не попадалось ни рек, ни озер, а кроме храма Уюна вокруг не наблюдалось более просторных помещений. Следовательно, сейчас они могли находиться только под землей, но ведь и поселок не такой уж маленький, где же именно их искать? Пэй Мин продолжал разговор, а ты сама? Слышал, ты убила больше 1000 демонов по пути сюда, испугала нечисть до чертиков. Достойно поздравлений. Первым богом литературы тебе больше не быть, можешь переучиться на бога войны. Так что же за твари удалось тебя скрутить? Лин Вэнь печально усмехнулась. Я тоже этого не знаю. Имела неосторожность вступить в схватку с повелителем дождя, а после, пока в голове не прояснилось, кто-то нанес удар со спины. Видимо, прятался во тьме, ожидая момента. Спрашивать не придется, он рано или поздно явится сам. Главное, не раскрой себя, и все будет в порядке. Неожиданно в их диалог вмешался чей-то третий голос. «Спуститесь с небес, бесстыжая парочка». Пэй Мин, Наньгун Цзе. Мне ли не знать, что вы собой являете на самом деле?